Здравствуйте, товарищи! Сегодня я хочу приготовить и показать, как я это делаю, плов овощной с тыквой. То есть можно готовить плов без мяса. А сейчас я вам покажу, какие ингредиенты будут использованы при приготовлении этого плова. Для этого плова можно использовать любой крупнозерный рис. Я использую рис «Лазарь». 1 килограмм риса. Дальше 1 килограмм моркови и где-то 500-600 грамм лука. Ну, так как плов у нас овощной, то в данном случае я использую тыкву. Обыкновенная тыква, разрезанная на небольшие кусочки. Естественно, очищенная от корочки. Далее специи. Горох. Специальный горох нут, который я предварительно замачивал в течение суток. Замачивается для того, чтобы он хорошо варился и недолго. Использую изюм. Изюм использую темный обычно. Он сладкий и придает сладковатый вкус плову. Это барбарис. Это обязательно зра или зира, как называют ее здесь. И эмеретинский шафран. Эмеретинский шафран придает тоже определенные вкусовые качества данного овощного плова. Ну и, конечно же, чеснок. Одной головочки небольшой чеснока достаточно для такого количества плова. Для плова я использую растительное рафинированное масло. У меня это масло оливковое в объеме 200 мл. Ну теперь давайте приступим непосредственно к приготовлению самого блюда, плова. Предварительно я прогрел казан и теперь заливаю масло. И думаю, что в течение нескольких минут, так как казан очень горячий, масло разогреется до нужной температуры, и я начну обжаривать лук. Лук хорошо, тщательно перемешиваем. Следить надо, чтобы он не подгорел. Будем жарить его до золотистого цвета. Цвет лука, соответственно, придаст нам цвет нашего плова. Я лук обжариваю на большом огне в чугунном казане с толстыми стенками, толстым дном. Это имеет значение для приготовления плова, для его вкусовых качеств. Лук приобрел золотистую окрас. Я его постоянно помешиваю. Вы тоже, когда будете готовить, помешивайте обязательно лук, чтобы он, мало того, чтобы не пригорел, так еще и был равномерно пережарен. Ну, теперь настал момент, когда можно забрасывать морковь. Теперь хорошо перемешаем вместе с луком, чтобы морковь тоже пропиталась маслом, и начнем ее обжаривать. Обжариваю я, в общем, все на большом огне. Было побыстрее, ну и обязательно при этом надо все время размешивать то, что находится в казане. Морковь я буду обжаривать до полуготовности, чтобы она приобрела такой вид уже эластичного продукта. Для того, чтобы понимать, насколько уже она готова, надо шумовкой приподнять морковь и увидеть. Если она вот так вот провисает, то это говорит о том, что она уже набралась масла, стала эластичной, пропиталась этим маслом. То есть момент, в общем-то, такой, что можно уже закладывать тыкву. Закладываем тыкву. Ну и, конечно же, надо сразу же тщательно перемешать. Зачем я это делаю? Ну, во-первых, чтобы то, что снизу не пригорело, а во-вторых, перемешав вместе с морковью и луком, мы пропитаем нашу тыкву также маслом. И теперь на некоторое время можно казан прикрыть крышкой, для того, чтобы тыква набралась паров масла того, что сегодня находится в этом казане. Прикрываем крышкой на несколько минут, ну скажем минут на 5. Итак, приоткрываем крышечку и смотрим, что у нас тут происходит. Тыква пропиталась маслом. И я чувствую, что уже настает момент, когда надо бросить сюда некоторое количество специй. Для начала я беру щепотку эмеретинского
шафрана. Ну, нравится мне запах этого ингредиента, этой специи. Ну, вот столько, сколько я насыпал, я считаю, что это достаточно. А теперь возьмем и насыпем зиры, без которой не обходится ни один плов узбекский. Зиру добавляем также по вкусу. Я предпочитаю, чтобы плов пропах зирой. Ну, кто не любит, может не добавлять. Теперь опять тщательно размешаем. И прикроем крышкой на несколько минут. Прошло 3-4 минуты. Я открываю крышку. И теперь все это я заливаю горячим кипятком. Ну, воды надо налить столько, чтобы она прикрыла всю эту массу, ну, где-то на пару сантиметров. Если вы обратили внимание, я еще не подсаливал ничего. Подсаливать я буду чуть позже, в несколько этапов, для того, чтобы не пересолить. Вот эта кипящая жидкость называется зирвак. Теперь я высыпаю горох. Ну, здесь порядка 150-170 грамм. Больше и не надо. Этого достаточно. Где-то порядка 150 также граммов, 170 изюма. Изюм темного цвета, он более сладкий. И в конце барбарис. Барбариса, ну, где-то грамм 10. 2-3 небольших щепоточки. Это придаст кислиночку, которую я очень люблю в плове. Покипеть зирвак должен минут 10-15. Для того, чтобы то, что заложено в этот зирвак, отдало в эту жидкость. Дальше рис все это заберет в себя. Теперь я солю зирвак. Это примерно столовая ложка соли. Дальше, спустя несколько минут попробую. И если будет немножко недосолено, досолю. Хочу обратить внимание на то, что я готовлю это все время на большом огне. При этом не отходя от плиты. Ну, большой огонь, у меня электроплита, и насколько она позволяет, максимально ставлю температуру для готовки. Те, у кого газ, ну, должны сами регулировать огонь, чтобы температура была такова, чтобы сильно не выкипала, но при этом шло кипение и все готовилось. Ну вот, настал тот самый решающий момент, когда надо закладывать рис. Я вот закладываю его вот так вот рукой, потихонечку, распределяя по всей поверхности кипящей массы. Рис я, естественно, промывал очень тщательно, в нескольких водах. Он у меня чистый. Вода была прозрачная, и она должна быть прозрачной, чтобы весь крахмал, который сверху находится у риса, чтобы он весь с этой водой вышел. Но при этом я хочу сказать, что рис я замачивал где-то часа на 1,5. И после этого уже тщательно промывал его. Теперь я рис несколько примну, чтобы понять, сколько водички добавить. А воды надо добавить, ну, примерно так, чтобы было где-то на палец, на сантиметр повыше риса. Ну, видите, я водичку добавляю через шумовку, чтобы не разбить рис и чтобы не всплыло то, что находится под рисом. Теперь надо ждать, пока вся вода выкипит. Ну вот уже вода практически выкипела, кипит масло. И вот в этот момент я начинаю закладывать чеснок. Чесночок у меня очищенный. Можно закладывать и неочищенный чеснок. Кому как нравится. И еще хочу обратить внимание, что в процессе всего периода подготовки я находился около плиты. Это нужно для того, чтобы контролировать все этапы приготовления плова. Чтобы не прозевать чего-нибудь. Вдруг что-то пригорит или уже выкипела половина зирвака. В связи с этим надо быть рядом с плитой. Контроль – и это гарантия того, что плов будет правильный и качественный. Теперь соберем все в горочку. Закрываю крышкой. И я
всегда предпочитаю закрыть это еще специальными полотенчиками, которые у меня всегда хранятся для плова. Это я делаю для того, чтобы больше тепла было под крышкой. От этого тоже зависит время приготовления. Ну что, друзья, открываем, смотрим, что у нас получилось в результате нашего творчества. По-моему, все здорово. Сейчас надо будет все перемешать. И мы тогда увидим окончательно результат. Так, по-моему, все получилось здорово. По-моему, плов красивый. Очень красивый, прям шикарный. И без всякого мяса. И без всякого мяса.